полночь, когда мир замирает в тишине, древние мистики начинали свою тайную практику. Практику, которая позволяла им жить столетиями, сохраняя ясность ума и силу тела. Знаете ли вы, что черепаха живет 300 лет, делая всего 4 вдоха в минуту? А заяц, дышащий 55 раз в минуту, едва доживает до 8 лет. Существует забытая система дыхания, способная не только продлить вашу жизнь, но и пробудить скрытые способности вашего сознания. Добро пожаловать, дорогие искатели истины! Сегодня мы откроем дверь в древнюю систему знаний, которая веками передавалась только от учителя к ученику в закрытых монастырях Тибета и Индии. Эта система называется «Наука о дыхании жизни», и она утверждает нечто поразительное. Каждое состояние сознания имеет свой уникальный ритм дыхания. Изменяя этот ритм осознанно, мы можем буквально перепрограммировать свою судьбу. К концу этого видео вы получите точную пошаговую инструкцию древней практики, которую сможете начать уже сегодня. Но прежде чем мы перейдем к практике, важно понять невидимую анатомию человека, ту карту энергетических путей, по которым течет сама жизненная сила. Представьте себе, что ваше тело — это не просто физическая оболочка. Древние мистики утверждали, в каждом из нас существует 720 тысяч энергетических каналов, называемых нади. Это невидимые реки жизненной силы, по которым течет прана, космическая энергия. Но среди этого океана каналов есть 3 главных, 3 священных пути. Визуализируйте их как 3 переплетающихся змей вокруг вашего позвоночника. Первое — Сушумна, центральный канал. Представьте его как столб красного огня, поднимающийся от основания позвоночника к макушке. Это путь духовного пробуждения, дорога, по которой поднимается энергия кундалини. Слева от него извивается Ида, лунный канал. Чувствуете прохладу? Это канал интуиции, творчества, женской энергии. Он связан с правым полушарием мозга и левой ноздрёй. Когда Ида активна, вы погружаетесь в мир снов, предчувствий, творческих озарений. Справа пульсирует Пингала, солнечный канал. Ощутите его тепло. Это путь действия, логики, мужской энергии. Он управляет левым полушарием и правой ноздрей. Когда доминирует Пингала, вы полны энергии для активных действий. Эти 3 канала переплетаются в 7 ключевых точках вашего тела. И здесь мы подходим к следующей тайне. 7 энергетических центров, 7 вихрей силы, чакры. Они подобны конденсаторам, накапливающим и распределяющим прану по всему телу. Начнем снизу. Муладхара – корневая чакра, сияющая глубоким красным светом у основания позвоночника. Это ваша связь с землей, основа выживания и безопасности. Поднимаемся выше. Свадхистхана – оранжевое сияние в области крестца. Центр творчества и сексуальной энергии. Манипура – золотое солнце в солнечном сплетении. Ваша личная сила, воля, уверенность. А теперь самое важное. Анахата – сердечный центр, излучающий изумрудно-зеленый свет. Древние говорили, здесь скрыты 12 священных звуков, и когда они пробуждаются через правильное дыхание, человек обретает способность исцелять одним прикосновением. Вишудха – голубое сияние в горле. Центр истины и самовыражения. Аджна – индиго между бровями, 3-й глаз. Когда этот центр раскрыт, завеса между мирами становится прозрачной. И, наконец, Сахасрара – 1000-лепестковый лотос фиолетового света на макушке. Врата в бесконечность. Но как же пробудить эти центры? Ответ кроется в особом коде дыхания. Внимание! То, что я сейчас расскажу, может показаться простым, но именно в этой простоте скрыта величайшая сила. Основная формула мистического дыхания – вдох, задержка, выдох. Но весь секрет
в пропорциях и прогрессии. Начинающий практик использует ритм 1-4-2. Что это значит? Если вы вдыхаете на счет 4, то задерживайте дыхание на 16, а выдыхаете на 8. Для счета используется священная мантра Ом. 1 Ом – 1 единица времени. По мере практики ритм усложняется. 2, 8, 4, затем 3, 12, 6 и так далее, вплоть до мастерского уровня 12, 48, 24. Представьте, вдох на 48 счетов Ом, задержка на 192, выдох на 96. Но зачем такая прогрессия? Древние тексты говорят о поразительной связи между силой дыхания и раскрытием способностей. Измерьте расстояние от ноздрей, на котором вы чувствуете свой выдох. Обычный человек ощущает дыхание на расстоянии 12 пальцев. Но послушайте, что происходит при уменьшении этой дистанции. При 11 пальцах вы обретаете полный контроль над своей волей. При 7 пальцах пробуждается ясновидение. При 3 пальцах вы начинаете постигать истинную природу реальности. При 1 пальце, и это звучит невероятно, появляется способность к невидимости и даже телепортации. Конечно, это требует лет, а то и десятилетий практики. Но даже базовый уровень дает удивительные результаты уже через 21 день. Важное предостережение. Никогда не форсируйте процесс. Энергия кундалини подобна электричеству. Она может как осветить дом, так и сжечь его, если проводка не готова. А теперь я поделюсь с вами техникой, которую древние называли питание энергоном. Впитывание космической энергии напрямую из пространства. Закройте глаза и представьте. Над вашей головой сияет золотой шар размером с апельсин. Это сгусток чистой космической энергии. С каждым вдохом визуализируйте, как золотой луч из этого шара входит через вашу макушку, через точку Сахасрара. Почувствуйте, как этот свет спускается по позвоночнику, наполняя каждую клетку вашего тела. На задержке дыхания распределите эту энергию по всему телу. На выдохе направьте остатки негативной энергии вниз, в землю, через стопы. Мистики использовали эту технику для исцеления. Они направляли золотой свет в больной орган и удерживали там внимание, пока боль не трансформировалась в тепло, а затем в приятную вибрацию. Еще один секрет. Сочетая эту визуализацию с ритмичным дыханием, можно научиться контролировать кровообращение. Направляя внимание и энергию в холодные конечности, вы можете согреть их за считанные минуты. Это не магия, это управление вниманием и энергией. Настало время перейти от теории к практике. Вот точная пошаговая инструкция мистического дыхания для начинающих. Найдите тихое место, где вас никто не потревожит. Идеальное время – раннее утро, за час до рассвета. Или вечер, через 2 часа после заката. Сядьте с прямой спиной. Можно на стул, можно в позу лотоса. Главное, позвоночник должен быть вертикальным. Закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки. Медленно вдохните через левую ноздрю, считая до 4. Закройте обе ноздри, используя безымянный палец для левой ноздри. Задержите дыхание, считая до 16. Откройте правую ноздрю, выдохните, считая до 8. Не меняя положение пальцев, вдохните через правую ноздрю на 4 счета. Закройте обе ноздри, задержка на 16. Откройте левую ноздрю, выдохните на 8. Это один полный цикл. Начните с 10 циклов утром и 10 вечером. Через неделю увеличьте до 15, еще через неделю до 20. 20 циклов дважды в день – это ваша ежедневная норма на первые 3 месяца. Через 21 день регулярной практики вы заметите первые изменения. Тело станет более гармоничным и подтянутым, без дополнительных упражнений. Появится естественный, приятный запах тела.
Окружающие начнут отмечать вашу особую притягательность и харизму. Сон станет глубже, а пробуждение легче. Ум обретет кристальную ясность. Существует 4 стадии мастерства. Первая – очищение. Длится от 1 до 3 месяцев. Возможен выход токсинов, легкие головокружения. Вторая – укрепление. От 3 до 6 месяцев. Стабилизация энергии, улучшение здоровья. Третье – пробуждение. От 6 месяцев до года. Активация дремлющих способностей. Четвертое – реализация от года и далее. Полная трансформация сознания. Древние мастера предупреждали, не все одинаково способствуют практике. Кислая пища нарушает щелочной баланс, необходимый для течения праны. Острое возбуждает ум и делает дыхание поверхностным. Праздность и пустые разговоры рассеивают накопленную энергию. Молоко и мед – идеальная пища для практикующего. Они питают тонкие тела и способствуют очищению каналов. Уединение хотя бы на час в день – необходимое условие для углубления практики. Чтение священных текстов настраивает ум на высокие вибрации. И самое важное – роль мастера. Да, техники можно изучить из книг и видео, но истинная передача знания происходит от сердца к сердцу. Если вы чувствуете глубокий отклик на эти практики, возможно, Вселенная подсказывает вам искать своего учителя. Но даже без физического учителя искренняя вера в практику открывает канал связи с вечной мудростью. Доверьтесь процессу. Помимо основной практики, существует комплекс из 7 упражнений для утренней активации энергии. Выполняйте их сразу после пробуждения. Дыхание огня. 30 быстрых вдохов-выдохов через нос. Акцент на выдохе. Пробуждает внутренний огонь. Крылья ангела. На вдохе поднимите руки через стороны вверх, на выдохе опустите. 7 повторений. Расширяет ауру. Спираль силы. Вдох. Поворот корпуса вправо, выдох влево. По 7 раз в каждую сторону. Активирует позвоночник. Пробуждение мозга. Массаж ушных раковин с дыханием. Вдох при движении вверх, выдох вниз. Солнечное дыхание. Вдох с визуализацией солнца в животе. Задержка с расширением света. Выдох с распространением тепла. 7 циклов. Лунное охлаждение. Сверните язык трубочкой. Вдох через него, выдох через нос. 7 раз. Успокаивает ум. Защитный кокон. Визуализируйте золотое яйцо вокруг себя. Уплотняйте его с каждым выдохом. 3 минуты. Что ждет тех, кто продолжит путь? Древние тексты говорят о чудесах, которые современный ум с трудом может принять. Левитация, когда прана наполняет тело настолько, что оно становится легче воздуха. Телепатия, когда сознание выходит за пределы мозга и соединяется с универсальным разумом. Исцеление на расстоянии, направление потоков энергии через пространство. Но истинное чудо — это трансформация внутреннего мира. Когда практика углубляется, происходит встреча с Высшим Я, той частью вас, которая существовала всегда и будет существовать вечно. Это момент, когда капля осознает, что она океан. Мы прошли удивительное путешествие от древних тайн к практическим техникам. Помните, то, что когда-то было секретом избранных, теперь доступно каждому искреннему искателю. Начните с малого. Всего 10 минут утром и вечером. Но делайте это каждый день. Через 21 день вы почувствуете первые изменения. Через 3 месяца удивитесь трансформации. Через год не узнаете себя прежнего. Какой ритм дыхания выберете вы? Останьтесь ли в привычных 15-20 вдохах в минуту обычного человека? Или начнете путь к 3-4 вдохам мастера? Если эта древняя мудрость отозвалась в вашей душе, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это поможет знанию дойти до других искателей. Напишите в комментариях, готовы ли вы изменить свою жизнь через дыхание.
какое упражнение вы попробуете первым. И помните, поддержать канал материально можно через ссылку под видео. Ваша поддержка помогает нам создавать еще больше глубоких материалов о скрытых гранях реальности. До встречи в следующем видео, где мы раскроем тайны осознанных сновидений. А пока дышите осознанно.